Украина готовит удар на 3000 километров. Киев создал дальнобойный дрон. Атакует ли Россию? Заявление Зеленского. Путин называет новую угрозу и готов защищать страны Центральной Азии. Идет ли речь об открытии нового фронта? Переговорный день в Белом доме за несколько часов до разговора Трампа и Путина рассказали об одной из главных тем для обсуждения. Пресса пишет, что Вашингтон может признать Крым российским. Детали. Узбекистан свободен от террористов. Евродепутаты из Франции требуют от США вернуть статую свободы. Америка отвечает. Ситуация в Курской области, а также новые правила жизни для россиян и белорусов в Литве. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с украинского удара по ремонтной базе российской армии. Украинские разведчики уверяют, что испепелили, как заявляется, гараж талантов, мастерскую 155-й бригады РФ. Морпехи России в этот момент занимались укреплением техники броней. В Украине заявляют об ударе системой «Хаймарс». Видео нанесения удара сейчас вы видите на экране. В Киеве заявляют, что у россиян потери. При этом Рейтер сообщает, что данный удар был нанесен по позициям россиян в Курской области, в частности в Коренево. Но когда именно, не уточняется. При этом вторая сторона, российская, опубликовала другие кадры, которые говорят об украинских потерях, в частности техники, которая была разбита или оставлена ВСУ в Курской области в последние дни. Напомню, бои за территории в этой области продолжаются. С большей части территории ВСУ пришлось уйти, как говорят официальные лица, с целью занятия более выгодных рубежей. Об этом, в частности, американцам рассказал министр обороны Украины. Мы продолжаем вести оборонительные действия и держим под контролем значительное количество километров территории противника. С целью сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны. Но на данном этапе ни одно подразделение сил обороны не окружено, и заявления о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение, не соответствуют действительности. Украина готова и может нанести дальнобойный удар дроном, который теперь способен пролететь 3000 километров. Испытания этого БПЛА уже прошли, об этом заявил Зеленский. Конечно же, потенциальные цели для этих дронов на территории России. И для такого дальнобойного удара разрешения партнеров Украины уже не нужны, ведь это украинское оружие. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3000 километров прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет длинного «Нептуна». Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов. И на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами. Зеленский, конечно же, не мог не затронуть тему переговоров с РФ и заявил, что уже прошла неделя с того момента, как он согласился на прекращение огня на море, в небе и на суше. А Путин, далее цитата, уже неделю не может выдавить из себя «да». Конец цитаты. И уже сегодня Путин и Трамп созвонятся. Беседу проанонсировал, как вы помните, сам Трамп. Западная пресса при этом пишет, что Путин может и согласиться на прекращение огня. Однако это может произойти не скоро, а Москва может затягивать с ответом. В Кремле же накануне телефонного разговора с Вашингтоном заявили следующее. Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. Это очень важный шаг, который задает тон потом всему остальному движению. В Белом доме за несколько часов до звонка между Вашингтоном и Москвой уже приоткрыли тайну. Трамп и Путин будут обсуждать АЭС. Вероятно, что речь идет о Запорожской АЭС, которая 3 последние года находится под контролем россиян. В Белом доме не говорили именно о ней, была выбрана формулировка «электростанция на границе Украины и России». Есть электростанция на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинцами, и Трамп затронет эту тему в своем завтрашнем разговоре с Путиным.
Белый дом рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом сообщает «Семафор», ссылаясь на 2 осведомленных источника. По данным издания, в Вашингтоне также обсуждают вариант с призывом ООН последовать этому примеру. Отмечается, что окончательного решения пока нет, и это сценарий. Лишь один из нескольких, которые команда Трампа рассматривает в поисках путей к прекращению войны. В Белом доме отказались комментировать запрос «Семафора». При этом сам Трамп вновь повторил, что даже уверен в том, что США и РФ смогут достичь договоренности о мирном урегулировании в Украине. Я поговорю с Владимиром Путиным о том, чтобы спасти украинских солдат, попавших в беду. У них большие проблемы. Они, по сути, окружены российскими военными. Я могу говорить о многих вещах, но это большое дело. Они окружены российскими войсками. Я думаю, если бы не я, то они могли бы уже погибнуть. Я смог договориться, чтобы они ничего не делали сейчас. Плохая ситуация в России и плохая ситуация в Украине. То, что происходит в Украине, это нехорошо. Но мы посмотрим, сможем ли мы договориться о мирном соглашении, о прекращении огня и мире. Думаю, это возможно. Наступит ли мир в Украине и чего ожидать от переговоров Трампа и Путина? Ответы на эти вопросы ищут сейчас и жители Украины. В Киеве на улицах журналистами был проведен опрос. Каковы ожидания у людей? Кто-то считает, что любая война заканчивается переговорами, поэтому надо садиться и говорить. Кто-то задает вопрос, а для чего необходимо было воевать так долго, чтобы в итоге отдать украинские территории России? Кто-то же считает, что Украина далека от мира. Давайте послушаем. Нет, мы не стали ближе к миру даже на шаг. Вы знаете, переговоры о мире в Украине без Украины между 2 старыми маразматиками. Это нонсенс до такой степени, что я даже не знаю, как выразить это простыми словами. Потому что это все равно, как если бы мы с моим сыном вместе делали вам операцию без участия врачей. Это все, что я могу сказать. Трамп сейчас, как и Путин, не вызывает у меня доверия. Знаете, Эта война продолжается 3 года. Пошел уже 4-й год. я опустошен. Я действительно устал от этого. Среди подписчиков нашего канала мы также провели опрос, необходимо ли прекращение огня. Варианты ответов были такие: да, все устали от войны, это большой шаг к миру. Нет, прекращение огня — это пауза перед новым наступлением. И 3-й вариант: надо пробовать, если кто-то нарушит, то воевать до победы. Результат такой: практически 50% из вас считают, что прекращение огня не должно быть, ведь это пауза перед новым наступлением. И лишь 39% считают, что необходим мир. Как вам такой результат? Поделитесь мнением в комментариях. США должны вернуть свой известнейший символ — статую свободы Франции, которая ее подарила. Нацпамятник Америки, который считается символом свободы, демократии и справедливости, больше не подходит штатам из-за политики Трампа. В этом уверен европейский депутат от Парижа Глюксман. Именно он потребовал вернуть подарок обратно на историческую родину. И мы собираемся сказать американцам, которые решили встать на сторону тиранов, американцам, которые уволили исследователей за проявление научной свободы, прежде всего, верните нам статую свободы. Мы отдали ее вам. Мы отдали ее вам. Но, видимо, вы ее презираете. Так что она отлично подойдет и здесь, у нас. В Белом доме уже ответили на такое заявление, к тому же очень резко. Там дали понять, статую оставят себе. Ни в коем случае, и мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить ему, что только благодаря Америке французы сейчас не говорят по-немецки. Они должны быть очень благодарны нашей великой стране. Напомню, что статую свободы Франция подарила Америке в честь столетия Декларации независимости США. Желающий ее вернуть на родину французский политик и защитник Украины Глюксман резко осуждает новую политику США в отношении войны и науки, которую проводит Дональд Трамп. Глюксман также заявил, что Франция готова приютить уволенных американских исследователей, отметив, что они внесли огромный вклад в мировую науку благодаря свободе, инновационному подходу и стремлению к исследованиям. Глюксман также атаковал ультраправых лидеров Франции, назвав их фан-клубом Трампа и Илона Маска, который поддерживает сокращение расходов. Как вам такой скандал? Пишите в комментариях.
Узбекистан поднялся на 10 позиций в глобальном индексе терроризма. По итогам 2024 года эта страна Центральной Азии улучшила свои позиции в глобальном индексе терроризма, поднявшись с 100 на 90 место. Страна по-прежнему остается в зоне очень низкого риска терроризма. Уточню, что отчет GTI охватывает ситуацию по всему миру. Всего число стран, где были зафиксированы террористические атаки, увеличилось с 58 до 66. В то же время в 34 странах, включая Узбекистан, Азербайджан и Беларусь, ситуация улучшилась. В Узбекистане с 2010 года не зафиксировано ни одной смерти в результате терактов. Республика остается одной из самых стабильных стран региона с точки зрения безопасности. Тем не менее, потенциальные угрозы сохраняются из-за активности ИГИЛ в соседних странах, таких как Афганистан и Пакистан. Сейчас террористические организации активно используют цифровые технологии, включая искусственный интеллект, зашифрованные коммуникации и криптовалюты для сбора средств и вербовки. Путин решил защищать страны Центральной Азии и назвал от кого. Заявление в Кремле прозвучало во время визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Рахмон посетил Россию через несколько недель после того, как его правящая Народно-демократическая партия предсказуемо выиграла парламентские выборы и в настоящее время имеет 47 из 63 мест в Нижней палате парламента. Известно, что Душанбе и Москва подписали ряд соглашений и теперь собираются вместе вести цифровизацию и развивать информационные технологии, а также повысить финансовую грамотность населения. Помимо этого была утверждена программа стратегического партнерства в военной и военно-технической областях. Как вы воспринимаете слова Путина об угрозах с территории Афганистана и его готовности поддерживать мир? Не идет ли речь о каком-то новом вторжении и открытии нового фронта? Хочешь на родину, езжай и живи там. В Литве заговорили об ужесточении правил проживания на территории этой страны для россиян и белорусов. Оппозиционные депутаты от партии «Союз Родины», литовские христианские демократы предложили лишать граждан России и Беларуси вида на жительство, если они регулярно посещают свои страны. Согласно предложению, выдача вида на жительство для белорусских граждан, как и для россиян, должна быть приостановлена, если у них нет действующей визы. А уже имеющиеся разрешения на проживание должны аннулировать для тех, кто ездил в Россию или Беларусь более одного раза за 3 месяца. Исключение сделают для водителей грузовиков, транзитных пассажиров и тех, кто отправился в поездку по уважительным причинам. Консерваторы обосновывают инициативу ростом числа белорусов, получивших вид на жительство в Литве. Сейчас их около 62 тысяч. Они утверждают, что многие из них регулярно посещают Беларусь, включая обладателей гуманитарного ВНЖ. Например, в декабре 2023 года было зафиксировано 38 тысяч таких поездок. По мнению инициаторов, белорусские спецслужбы могут вербовать этих людей для выполнения разведывательных задач. Поэтому прекращение выдачи ВНЖ и аннулирование уже выданных разрешений, по их словам, необходимо для защиты национальной безопасности Литвы. Новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!